Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как повысить молочную продуктивность свиноматок. Количество молока у свиноматки и его состав очень сильно влияет на процент выживания и развитие живой массы поросят. Молоко является важнейшим условием для будущих высоких привесов в период доращивания и откорма. Да, мы можем буквально с первого дня начинать заниматься прикормом поросят. Давать им всякие твердые корма и престартеры. Это тоже надо. И во многих случаях без них современному свиноводству сложно обойтись, если вообще это возможно. Я имею в виду свиноводство, которое нацелено на 2,5 опороса на свиноматку в год и, соответственно, на 3 десятка отнятых поросят. И такие показатели вполне достижимы благодаря современным породам свиней. Но вот беда. Мы получили свиноматок, способных достигать таких результатов. Они дают много поросят. Но при этом вес поросят снизился. А ведь вес поросят при рождении и впоследствии на отъеме – это основа успешного откорма. И молоко здесь играет ключевую роль. Я не буду сейчас очень долго вас агитировать за важность этого вопроса. Надеюсь, что это понятно всем. Молочность свиноматок зависит от двух факторов. От зоогенетических показателей и от кормления. После опороса очень важен доступ свиноматок к воде. После опороса свиноматка пьет много воды, и особенно это важно летом при повышенной температуре. Что касается температуры, то она в цехе опороса является чуть ли не ключевым показателем для потребления корма и выработки молока. Чем прохладнее свиноматкам, тем лучше будут их показатели. Оптимальная температура для свиноматок 18-20 градусов в цехе опороса. Низкая температура ведет к увеличению расхода кормов, а избыточная к снижению его поедаемости. Понятно, что и другие зоогенетические параметры тоже важны. И освещенность, и температура корма, и температура питьевой воды. Теперь, что касается кормления. В народе говорят, что молоко у коровы на языке, знаете, то есть как накормишь, так и надоешь. У свиноматок все точно так же. Их надо кормить как можно больше буквально в первых дней после опороса. Раньше подход был несколько другой. Считали, что свиноматке корм надо давать очень постепенно, чтобы не было чрезмерной выработки молока. Ведь излишек молока, который не поедается поросятами, может привести к различным заболеваниям. Сейчас ситуация несколько поменялась. Свиноматки многоплодны, плоды маленькие, и с первых дней наблюдается нехватка молока. Поросята просто не наедаются. И если свиноматка многоплодная, и мы хотим достичь максимальной отдачи от нее, то мы должны начинать кормить ее по-особому за 10 дней до опороса. Мы должны перевести ее на так называемое транзитное кормление, чтобы свиноматка к опоросу подошла подготовленной и не использовала ресурсы своего тела для производства молока. Ведь организм свиноматки устроен так, что забота о потомстве стала приоритетной для нее. Впрочем, как и для любой другой самки. Сначала потомство, а потом уже сохранение собственного здоровья. Поэтому энергию организма свиноматка в первую очередь тратит на выработку молока и только уже потом на поддержание своей кондиции. Логика подсказывает, что в период лактации свиноматка нуждается в большей энергии, чем в другие физиологические периоды. Из этого следует, что основой успешного роста поросят при сохранении упитанности свиноматки может служить либо повышение энергетической составляющей корма, либо увеличение поедаемости корма, то есть его количества в суточном рационе. Повышение энергетической составляющей корма на первый взгляд является самым простым решением задачи увеличения поступающей энергии для лактирующей свиноматки с кормом. Энергетическая составляющая – это количество энергии в 1 килограмме корма. Однако энергия корма – это не единственный, хотя и очень важный физиологический фактор. Большое значение играет сбалансированность рациона с точки зрения отношения энергии и различных групп аминокислот и витаминов. При отсутствии такого баланса высокая энергетическая ценность корма не принесет желаемого результата. Также на среднесуточное потребление корма влияет и уровень содержания нейтральной детергентной клетчатки в рационе. Да, это достаточно сложное задание правильно сбалансировать рацион свиноматки. В первую очередь сложное потому, что мало того, что даже в кормах природного происхождения современной высокопродуктивной свиноматки не хватает всех необходимых компонентов. Так мы же еще и пытаемся максимально удешевить рацион свиньи за счет всевозможных отходов пищевого производства. Постоянно идет поиск наиболее подходящего варианта рациона, чтобы он был, с одной стороны, максимально насыщен энергией и сбалансирован, а с другой стороны, стараемся сделать его максимально дешевым, это понятно. И
Как бы мы ни крутились, но без специальных добавок здесь не обойтись. Сама идея повышения энергии единицы идеального корма без применения специальных премиксов становится просто нереальной. И это не моя агитация. Этого требует современная технология выращивания свиней. Конечно, это касается многоплодных свиноматок, когда молока реально не хватает на всех поросят. Второй вариант увеличения количества молока у свиноматки – это увеличить количество поедаемого корма. Ну и в этом случае помните, что рацион должен быть сбалансирован. При этом вы должны понимать, а сколько же молока должна вырабатывать свиноматка, чтобы его было достаточно. Для получения 1 кг привеса поросят на подсосе необходимо около 4 кг молока. Для получения поросенка массой 8 кг при весе новорожденных поросят в 200 грамм в гнезде из 13 поросят свиноматка должна произвести около 360 литров молока. Не буду вас дальше грузить цифрами. Подсчитано, что среднесуточное потребление корма на молоко за весь период должно составлять около 7 кг. Подчеркиваю, среднесуточное количество. Исходя из этого, вы можете уже самостоятельно дальше легко просчитать, какое среднесуточное количество корма должна поедать свиноматка в зависимости от количества поросят в гнезде. При увеличении среднесуточного потребления корма лактирующей свиноматки на 1 кг мы можем ожидать увеличения отъемной массы поросенка, соответственно, тоже на 1 кг. В любом случае следует помнить, что все хорошо, что в меру. Мало плохо, но и избыток молока тоже не есть хорошо. Суточное количество молока от свиноматки определяют по среднесуточному приросту поросят в помете. Остается только один вопрос. А как же заставить свиноматку потреблять большее количество корма ежедневно? Первое. Я уже сказал, что необходимо неукоснительно выдерживать все зоогенические параметры и всячески стимулировать аппетит свиноматок. Также необходимо поощрять потребление корма, предлагая больше кормлений. Если это лето, то необходимо избегать самых жарких часов дня. При этом корм не должен оставаться в кормушке более 2 часов. 30 минут – идеальное время для продолжительности кормления. Одним из признаков того, что вы правильно все сделали, является то, что некоторые поросята пропускают кормление, когда остальные поросята едят. Это значит, что у свиноматки есть молоко, а поросята сыты, и им нет необходимости спешить именно к этому кормлению. Следует помнить, что размер ежедневного количества молока очень сильно зависит от стадии лактации. После опороса кривая лактации сначала растет, достигает пика между 3 и 4 неделей лактации и потом постепенно снижается. При кормлении лактирующих свиноматок учитывают особенности послеродового периода. Первые часы после опороса свиноматку не кормят, но поят свежей водой. Через 5-6 часов скармливают полкилограмма комбикорма и желательно в жидком виде. После опороса свиноматка должна потреблять большое количество воды для восстановления водного баланса и повышения молочности. Часто этому не придают значения, и это приводит к отрицательным последствиям. В дальнейшем придерживаются следующей стратегии кормления. В первый день свиноматку кормят 2 раза по полкилограмма, а затем ежедневно увеличивают дачу корма, чтобы быстрее достичь рекомендуемого уровня кормления. Выработка молока у свиноматки увеличивается до 18-20 дней. Поэтому свиноводческие предприятия, которые практикуют 3-недельный период подсоса, не полностью раскрывают молочный потенциал лактирующих свиноматок. И отъем поросят осуществляется как раз на пике лактации буквально. При этом часть ценного молока пропадает. Установлено, что оптимальный срок подсосного периода составляет 28 дней. Как раз в этом возрасте состав энзимов, образующихся в пищеварительном тракте поросят, уже не позволяет им полностью усваивать питательные вещества из молока. И весь их пищеварительный тракт перестраивается на растительную пищу. Тема повышения молочности свиноматок всегда будет актуальной. И чем дальше, тем больше. Это подтверждается современным опытом свиноводческих хозяйств. Современной селекции удается увеличить количество поросят в помете, но физиологические параметры свиноматок сильно не меняются и не позволяют им производить больше молока. Вы спросите, а зачем же так делать? Отвечу. Первое. Это не ко мне, а во-вторых, это рынок. Это бесконечная гонка, которая заставляет всех в это включаться. И все мы становимся заложниками и частью этого процесса. Но это уже философия. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!